Окей, начнем. Так, сегодня 23 ноября 2018 года. Это собрание анонимных компульсивных передач. И сегодня у нас спикерская. Давайте помолчим и помедитируем и пригласим Бога на нашу встречу. И затем скажем молитву о душевном покое. So let's take a moment of silence to say the serenity prayer and invite God into our meeting. Боже, дай мне разум и душевный Grant me the покой. serenity to accept the things I Принять cannot то, что change, нет в силах courage to изменить. change the things that I can, Мужество изменить то, что wisdom могу, to know the difference. и мудрость отличить одно от другого. Окей. Из предисловия к первому изданию. Мы члены Содружества анонимных алкоголиков. Мы читаем книгу «Анонимные алкоголики», но мы заменяем слово «алкоголь» на «компульсивное переедание». Под этим имеется в виду любое расстройство пищевого поведения. Итак, мы члены Содружества анонимных алкоголиков. Это более 100 мужчин и женщин, которые выздоровели, попав в, казалось, безнадежное состояние мышления и тела. Главная цель этой книги – показать другим компульсивным переедачам, как именно мы выздоровели. Мы надеемся, что эти страницы покажутся им столь убедительными, что не потребуется никаких дополнительных свидетельств. Мы думаем, что этот рассказ о нашем жизненном опыте поможет каждому лучше понять компульсивного переедающего. Многие не осознают, что переедающий очень больной человек. И кроме того, мы уверены, что наш образ жизни подходит всем, и каждый может извлечь из него свои преимущества. Меня зовут Татьяна Темпл, я выздоровевшая переедающая, и сегодня буду вашей переводчицей, скажем так, и ведущей. Добро пожаловать на изучение большой книги АА для компульсивных переедающих. Это собрание происходит на скайпе каждый вторник в 18:00, в четверг и воскресенье в 9:00 по Москве, в пятницу в 19:00. Это открытое собрание. Мы приглашаем всех, у кого есть интерес к компульсивному поведению с едой, к нашей программе выздоровления. Вам не нужно представляться или говорить о причине, которая привела вас сюда, если не желаете. Ваша анонимность будет сохранена. Мы просим вас, чтобы вы сохранили нашу. Хотя это открытая встреча, членство анонимных компульсивных передающих, и в этой группе только для тех, у кого есть серьезная проблема с едой, кто хочет перестать компульсивно есть навсегда. Есть много других сообществ, которые работают над другими проблемами, помимо компульсивного переедания. Мы будем рады помочь вам найти нужную помощь. Итак, сегодня у нас спикер Рэйчел. Рэйчел, now it's over to you. Great, can you hear me? Yes, I can hear you very well. Wonderful. All right, well, good morning, everyone. My name is Рэйчел. I'm in Texas. Всем большой привет, доброе утро. Меня зовут Рэйчел, я живу в Техасе. And so I just celebrated my second Thanksgiving as a recovered compulsive eater. Я только что отметила свой второй день благодарения. Это день, когда очень много жрут все, как выздоровевший компульсивный переедающий. So today I just want to talk about what compulsive eating looked like for me when I was really in my sickness, when I was recovering and working the 12 steps with a sponsor, and now that I am recovered. И сейчас я хотела бы рассказать о своей жизни, то есть как она выглядела, когда я болела, как выглядела она, когда я выздоравливала. Так, Нади Кот, я не знаю, как тебя зовут, выключи, пожалуйста, микрофон. Вот. И Рэйчел говорит, что расскажет, то есть как жизнь выглядит сейчас. Great. And so, let's see. So growing up in Texas, I started ballet very young, age 3 or 4. And by 6 or 7, I was already starting to diet and restrict food, because, of course, I was in... Oh, yeah, stop. Ага. Итак, в общем, росла я в Техасе, и с 3-4 лет я начала вообще заниматься балетом. И к 6 годам я уже начала ограничивать еду и заниматься разными диетами. And so standing in front of a mirror, of, a floor-to-ceiling length mirror, for several hours every day, you start comparing yourself to the other girls. И когда ты стоишь перед огромным зеркалом от пола в пол, да, с большим количеством других девочек, ты стоишь перед ним там много часов в день, то неизбежно начинаешь себя сравнивать с другими девочками.
And I don't remember the teachers saying anything negative about our bodies, especially at ages 7 and 8, but I definitely felt that. So I don't know if that was the culture or just something within me. И я не помню, чтобы учителя прям конкретно как-то осуждали наши тела, да, или что говорили такое негативное. Но я это чувствовала. Ну, внутри меня это явно было, вот эта негативность. And so within all of that, my mother is also a non-recovered compulsive eater. And so growing up, I definitely saw her struggle with her weight and her eating. И ко всему прочему, моя мама, она тоже компульсивная переедающая, но она не выздоровела еще. И в детстве я наблюдала за ее, она боролась со своим весом, и она боролась с едой. And so when I was pursuing ballet and studying that, she was always nervous. I can remember her definitely saying, like, I don't want you to be fat the way I am. И когда я занималась этим балетом, я помню, что она всегда нервничала и говорила мне, я не хочу, чтобы это было толстой, как я. And so around age 10 or 11, that's when ballet really switched from a hobby to something that I wanted to pursue professionally. И лет в 10 балет превратился уже в такое занятие, которым я хотела заниматься профессионально. And so at that point, I switched schools, and my education was my part-time thing, and ballet was now my full-time thing. И я перешла в другую школу, и теперь у меня балет был моим главным, основным занятием, а учеба была как бы второстепенной. And so that's when the pressure on my body really did kick it into high gear. And this is when I do remember teachers and adults commenting on all the girls' bodies as we entered puberty. И теперь вот это давление, которое оказывалось на мое тело, оно вообще начало в полную силу как бы проявляться. И в этот момент уже я помню, что когда у нас начиналась вот эта зрелость, как бы наше тело менялось, в подростков мы превращались. И вот тогда все уже, я помню, очень комментировали часто по поводу наших тел. And so probably from the time I was 12 to 20, I tried dozens of different diet and nutrition plans. И примерно между 12 и 20 годами я попробовала многие десятки разнообразных диет и планов питания. I would try one, and all of these were really focused on restricting food, weighing and measuring your food, and tracking your food. И многие из них фокусировались на том, что либо ограничивать еду, либо ее взвешивать и измерять, либо и за ней очень внимательно следить. So I'd try one and not have enough energy to make it through the day and get really tired. И вот попробовала я, например, попробую я одну, у меня усталость ужасная, мне даже не могу до конца дня как бы дотянуть. I'd try another and just feel really sick from whatever it was requiring me to do. А потом какую-нибудь другую попробую, у меня прям болела я от этого, мне было плохо от того, что меня заставляли, мне говорилось есть на этой диете. And sometimes I'd try one and have a lot of success. I would feel good. I would look good, according to my teachers and my coaches. А потом, допустим, найду я какую-то диету, и наоборот, хорошо у меня, в смысле, получалось. То есть мне и учителя, и тренера говорили, что все, круто, ты молодец. But that would always be really short-lived. I couldn't maintain it for a very long time before I would compulsively eat again.
Но, к сожалению, это всегда было очень скоротечно и заканчивалось тем, что я снова начинала компульсивно жрать. At the time, I didn't know that's what I was doing. I didn't realize that I was compulsively eating. Но в тот момент у меня еще не было этого названия, я не понимала, что вот это именно то, чем я занимаюсь, это компульсивное поведение с едой. Мгм. I just thought that I was a moral failure and I couldn't stick to my word and stick to my plans. Я думала, что я полностью как-то провалила свою нравственность и мораль, и я просто не могла удерживать то, что я запланировала. And I felt very guilty that I thought I was untrustworthy, because here I would say, oh, I'm going to do this, this, and this, with my food, and then I wouldn't. И я себя очень чувствовала виноватой, то есть ужасный был стыд за то, что я вот говорю, я буду делать вот это, а потом я этого не делаю. And so during all this, I definitely built up resentment that I was struggling with this and other girls around me pursuing dance, just were naturally looked the part and didn't have to struggle with this. И за это время у меня накопилась большая обида за то, что у меня такая борьба происходит с едой, а другие девочки, которые занимаются балетом, им никакого труда не составляет выглядеть как балерина и как бы этим заниматься. But I remained convinced that I could fix this with willpower. Но я была уверена, убеждена, что я могу это исправить с помощью силы воли. So when I was 16, I moved from Texas to New York on my own, again, to pursue professional dance. И в 16 лет я переехала из Техаса в Нью-Йорк для того, чтобы профессионально заниматься танцами. And that was really frightening, and I felt very insecure. And that's when compulsive eating really kicked it into high gear. И она одна переехала, и это в 16 лет, и очень было страшно, и как-то опасно. И вот тогда-то и началось, сильно уже компульсивное переедание начало развиваться. So I lived in New York for 2 years, and during that time, I just got sicker and sicker. И за те 2 года, которые я прожила в Нью-Йорке, мне становилось все хуже и хуже. Моя болезнь становилась все сильнее. And so before my dieting and eating had just been an annoying habit that I did, but in New York, it actually nearly killed me. И в то время как раньше мое вот это поведение с едой было какой-то неприятной привычкой, которая мне мешала, то за это время в Нью-Йорке это меня чуть не погубило. And so I returned to Texas and decided to go to an academic university and pursue academics instead. И потом я вернулась в Техас и решила пойти в обычный университет, то есть заниматься какими-то академическими изучением каких-то предметов академических вместо балета. And so I remember feeling so thankful that I also was smart enough to be able to get into university, and I also was thankful that I no longer had to diet. И я была очень благодарна, на самом деле, за то, что у меня хватило ума поступить в университет, а также огромная благодарность за то, что наконец-то мне не нужно было сидеть на диетах. So I thought I was going to have it made. And so throughout my undergraduate degree, I did not diet whatsoever, but the compulsive eating was still there. I would still find myself compulsively eating whenever I got stressed out with school. И я думала, все, сейчас жизнь удалась, наконец-то, и сейчас я тут быстренько, значит, все изучу.
Но в то время, как во время обычной школы, то есть первые 4 года университета, когда, в общем, она говорит, компульсивное переедание никуда не ушло. Диеты, хотя на диетах она не сидела, но оно все время проявлялось в любой момент стресса. And so this is when it really started baffling me that it no longer depended what my body looked like, but the obsession was still there and I couldn't make it stop in my mind. И в этот момент мне начало вообще как бы удивлять и вообще как-то в тупик приводить то, что я вроде никаких ограничений нет, а компульсивное переедание все еще есть. So by the time that I graduated with my bachelor's degree, I had gained quite a bit of weight, and I had made the rule for myself of like, oh, I'm not going to date anyone while I'm this weight. И к тому времени, когда я получила степень бакалавра, я очень набрала вес. И я себе дала такое обещание. Так, я не буду ни с кем встречаться, пока я в таком весе нахожусь. And so again, I don't recall experiencing anything negative with any date about my weight, but that was just a rule I made up for myself. И речь идет о мужчинах, встречаться с мужчинами. Она говорит, я не помню, чтобы кто-то мне что-то говорил, да, с кем я встречалась, но это просто уже было такое правило, такое наказание, которое я на себя сама наложила. And so the Big Book talks about our inability to see the truth from the false when we're in our sickness. And so, oh yeah. Yeah, go ahead. Okay, let me translate. Yeah, Sorry. that's cool. Большая книга говорит, что мы не можем отличать, что истина, а что ложно. So while all my friends were going out and partying and meeting guys, and getting married and starting families, I thought in order for all that to happen, I had to be a specific weight and size. И я смотрю на своих подруг, они все там как начинают ходить на свидания, выходят замуж, заводят семью, а я сижу и жду, и думаю, я это все могу сделать только в тот момент, когда я стану определенного размера и веса. So because I wasn't the weight and size that I thought I should be, I decided to go get a master's degree because I figured, well, during the time that I'm getting my master's degree, I can also get in shape. И так как я была не такого размера веса, как мне хотелось, я пошла тогда в магистратуру, значит, дальше учиться. И думала, что пока я учусь, я заодно как бы себя приведу в порядок, скажем так, вес тела. So for the next 2 years, I kept Excel spreadsheets of everything I consumed that were very detailed. И в следующие 2 года я вела таблицы экселовские, где я записывала очень подробно все, что я съела. I exercised at 5 a.m., at noon, and then in the evenings as well, at least 2 to 3 hours a day. And now I was doing really, really backbreaking gym work. Normally I would throw up at least once during the workout. И я занималась теперь уже спортом. Я ходила в спортзал в 5 утра, в полдень, потом вечером. И, примерно 2-3 часа в день. И я уже делала настолько как бы изнуряющие упражнения, что меня просто даже вырывало как минимум 1 раз во время этих упражнений. And so I developed this fear, this social anxiety that I thought other people weren't going to be my friends and I wasn't going to be worthy of love unless I was a certain weight and size. И у меня развелось реально такая тревожное состояние по поводу пребывания в коллективе, по поводу того, что я не заслуживаю любви, пока я не достигну определенного размера, опять же, и веса. And as a result, I spent
most of my waking hours, if I were not studying for graduate school, then I was tracking my calories, tracking what I ate, or exercising several hours each day. И все время, которое я проводила не за учебой, я либо, значит, следила за своим за потреблением пищи, либо я упражнялась в спортзале несколько часов в день. As a result, I didn't have time for normal social activities that my friends and acquaintances were doing. I didn't have time for parties. I didn't have time for dating, which was my goal all along. И все это время я проводила в одиночестве, потому что у меня не было времени ни на какие-то там мероприятия, ни на какие-то вечеринки, которыми занимались мои одногруппники, скажем так, люди, которые со мной учились в университете. И у меня даже не было времени, чтобы встречаться с мужчинами, что и являлось изначально как бы целью этого всего. And so I managed to obtain my master's degree by the skin of my teeth because by the time I graduated, not only was my diet and exercise obsession, I had no social life, but it was also now affecting my research because instead of spending time applying for fellowships and internships, I was spending time tracking everything I'd eaten and then planning everything I was going to be eating. I had to have a daily, weekly, monthly plan. Когда я уже получила степень магистра, мне это с огромным трудом далось, потому что мое вот это компульсивное поведение с едой, это огромное время, на которое я на него тратила, оно мешало моей учебе, мне нужно было на какие-то практики записываться, вместо того, чтобы посылать как бы заявки на в эти места, я занималась тем, что следила за своей едой и ходила в спортзал. And so my delusion all this time was, well, I have weird diet and exercise habits because I'm stressed because of school. These will go away once I graduate. И моя голова меня развела, я как бы иллюзия такая у меня была, что это все из-за университета. То есть все вот эти вот мои странные какие-то привычки по поводу диеты и упражнений, это все потому, что я учусь в университете. Вот. И как только я закончу, все будет нормально. But of course they didn't. Но, конечно, ничего это нормально не стало, скажем так. So once I graduated, I really thought, okay, this will go away. I can just go on normally about my life. But I found out that this chronic compulsive obsession with eating kept going when I wanted it to stop. И, конечно, после того, как я получила свою степень, ничего не закончилось. И вот эта вот компульсивная одержимость едой, она никуда не ушла, хотя я очень хотела, чтобы она ушла. At that point, I had obtained the degree, the master's degree that I thought would make me, I don't know, like worthy of certain social crowds. At that point, I had also I was also the weight and size that I thought I ought to be, but I was actually more fearful at that point than I was when I was a weight and size that I did not like. И к тому времени, когда я получила эту степень магистра, я достигла даже и веса, который я считала нормальным, да, что каким я должна быть. Но несмотря на эту степень, да, образования, которое я думала, что она мне даст, как бы откроет двери в какие-то социальные определенные круги, и несмотря на то, что у меня был такой вес, у меня вот этот страх и тревога, они были намного сильнее, чем когда я поступала в этот институт. So at this point, it really started scaring me because I would go to sleep thinking about what I had eaten and how much I'd exercised that day. I would wake up thinking about how much I was going to eat or exercise, and I even started having nightmares
about binge eating. И меня это уже конкретно пугало, потому что когда я шла спать, я думала, так, что я сегодня съела, сколько я сегодня позанималась спортом. Утром я просыпалась, то же самое, сколько я сегодня буду есть или заниматься спортом. И кроме того, у меня начались кошмары, в которых я компульсивно жрала. And so at this point, I started seeing a therapist, and she helped for some things, but after a time, I realized this isn't really going to help for compulsive eating. В это время я начала работать с психологом, и она мне помогла в определенных вещах, но в какой-то момент я поняла, что мне это с компульсивным перееданием мне это не поможет. I went to go see a medical doctor, and he gave me diet pills. Я пошла к обычному доктору, и он мне дал какие-то таблетки для похудения. And that actually made it very clear how powerful my compulsive eating addiction was, because I felt no hunger, but I was still compulsively eating because it wasn't because I was hungry, it's because I needed the comfort and ease of compulsively eating. И эти таблетки для похудения, которые как бы подавляли голод, показали мне, насколько сильна моя компульсия, сильна моя одержимость, потому что голода не было, чувства голода не было, но я все равно жрала, потому что мне нужен был вот эта легкость и комфорт от этого компульсивного процесса переедания. So when medicine and therapy didn't work, I decided to become very religious. And I went on several religious retreats. Когда не сработали лекарства и психология, я решила податься в религию. И я, значит, пошла в церковь и съездила на несколько таких ретритов, это такие типа собрания где-то там, семинары религиозные. Угу. And so at one of these retreats, I was telling another woman what I was going through and just crying and explaining to her, how miserable I was that I couldn't make it stop, how obsessed I was with dieting and exercising, and feeling like my worth was completely tied to that. И на одном из этих семинаров, я помню, я делилась с одной женщиной, прямо в слезах рыдала, рассказывала ей, насколько у меня одержимость вот этой вот едой, этими диетами, и насколько я привязывала свою ценность как человека именно к этому, то есть к еде, к весу. And it was her that told me, "Hey, have you ever heard of Overeaters Anonymous?" И она мне рассказала, типа, слышала ли ты когда-нибудь про анонимных переедающих? And I hadn't up to that point, and so she invited me to a meeting, and I went to a meeting for a few weeks with her, close to where I live. И, в общем, мне до этого никогда никто об этом не говорил. Она мне об этом рассказала и пригласила на собрание. И я начала ходить на собрание недалеко от моего дома. And that meeting was more of a 12-step fellowship than, actually working the 12 steps, so that it was more discussion and group therapy based. И это было собрание, оно было такое дискуссионное, то есть это было больше как содружество, а не настоящая работа по 12 шагам. То есть это как, типа, такая, в кавычках, групповая терапия. And so during that time, I found a lot of hope in that message, but I was not finding recovery. И за это время, то есть надежда-то у меня была, да, надежда у меня появилась, когда я слышала эту весть, но я не могла найти именно вот само выздоровление. And so for that meeting, they would read the 12 steps at the beginning of the meeting and then talk about some other book. They would just use a variety of different books. And then they would talk about how recovery was possible, but they wouldn't necessarily go into how you recovered. И на этих собраниях, то есть 12 шагов-то они зачитывали в начале, да,
но потом они начинали читать какую-то другую литературу, там разнообразные какие-то другие книги. И они говорили о том, как, что да, выздороветь возможно, но они мне конкретно не давали инструкции, а как именно мне выздороветь. And so I got to a point where I realized, all right, I need to try this. I need to get a sponsor. And I want to work the 12 steps because you keep telling me that this is how you recover. И в какой-то момент я пришла уже к такому как бы решению, что ну все, я уже хочу это сделать. То есть давайте, мне нужно найти спонсора, потому что мне все говорят, что именно так можно выздороветь. And so when I reached out to people in that meeting to find a sponsor, they let me know, oh, this meeting doesn't have any sponsors. И когда я обратилась к людям на моем собрании, да, куда я ходила, что кто-нибудь, пожалуйста, меня проспонсируйте, они мне сказали, ну, на этом собрании у нас нет спонсоров. Which I thought was odd. And so I asked them, what do I do? And they're like, well, you can call into a phone meeting. Maybe you'll be able to find a sponsor that way. Мне это показалось странным. Но я говорю, ну а что мне делать? Они говорят, ну позвони, может, на телефонное собрание, там, может быть, ты найдешь там спонсора. And so that's what I did. The first phone meeting that I happened upon was a phone meeting that centered on the big book of Alcoholics Anonymous. И я поступила именно так. Первое собрание, на которое я попала, это собрание концентрировалось на большой книге анонимных алкоголиков. And so the meeting even sounded different. Before the meetings I had gone to, people cried. They talked about their cat dying. They talked about a divorce they were going through. But yeah. И на этом собрании люди, как бы у них другие голоса были, потому что, ну, как-то они по-другому звучали. На предыдущих собраниях, которые я посещала, люди там рыдали, они разговаривали о том, как умерла их кошка, или там, как они разводятся с мужем. But the big book meeting that I attended on the phone, people sounded happy and recovered. You could hear it. There was no bullshit. They were studying the big book, unpacking exactly what it said and not putting in any personal opinions. И люди на этом собрании, у них был вообще другой голос. Они такое ощущение, что они были счастливы, что они были выздоровевшие. Там они не разговаривали о всякой ерунде, они разговаривали, то есть они пытались разобрать большую книгу, что именно там говорят, и они не выдвигали каких-то собственных идей и мнений. And so I already knew I had enough garbage thoughts going on in my own mind that I needed to find a meeting that wasn't also, centered around some weird stuff. So I was really excited to find this big book meeting where like they shot straight, like they were precisely doing, speaking what the big book was saying. And so after that meeting, I found my sponsor. И мне уже хватило своего всякой ерунды в голове, да, всякого мусора ну, как бы моих мыслей собственных, что я знала, что мне не нужно еще какую-то фигню на собраниях слушать. Вот. А эти люди, они как бы, так называемые, они как бы стреляли прямо, да, как говорится в Америке. То есть они не говорили о всякой ерунде, и они четко занимались работой. И именно на этом собрании я и нашла своего спонсора. The next day, I worked steps 1 through 3. На следующий день я прошла с 1 по 3 шаги. And so those are simply decision steps that you realize that you are a compulsive eater and you can't manage it yourself. My 20 plus years of trying to do that had shown me that I was very unmanageable when it came to compulsive eating. И эти шаги — это просто где мы принимаем решение. То есть первое, что я
у меня проблема, что я не могу справиться с ней сама. И вот эти мои 20 лет предыдущие, которые я потратила на управление своей едой, они мне очевидно показали, что я ей управлять не могу. You know, the second step, I had to admit that probably no human power was going to relieve my compulsive eating. Во втором шаге мне нужно было признаться, что уже, наверное, все, уже никакая человеческая сила не сможет меня избавить от компульсивного переедания. And that was hard for me, but at the same time, like I was so beaten down at that point, I couldn't help but realize that no human power, I was not going to be able to get out of this via willpower or pulling myself up by my bootstraps. И мне это было тяжело признать, но к этому времени меня уже достаточно эта болезнь поколотила и побила, что я поняла, что, скорее всего, никакая человеческая сила не сможет, и никакая сила воли, и никак я себя там за волосы из этой проблемы уже не вытяну. And then finally, the third step was simply realizing that God could and would relieve me of compulsive eating if I sought Him. Третий шаг был в том, что мне нужно как бы принять решение, делать эту программу, и что Бог меня освободит, если я буду искать Его. And so that confused me a little at first because I thought, well, I'm really religious. If God was going to come through for me, wouldn't He have done this by now? Меня это немного запутало, потому что я к этому времени была уже такой суперрелигиозной, и я думала, ну если Бог меня от этого освободит, то почему Он до сих пор этого не сделал? And my sponsor explained to me, well, this is a spiritual program. It's not a religious program. And regardless of what you've done with religion, you haven't had a spiritual experience sufficient enough for you to stop compulsively eating. Моя спонсор мне объяснила, что это программа духовная, а не религиозная. И все, что ты делала с религией, в религии, с верой, видимо, у тебя не произошло достаточной силы духовное пробуждение, чтобы тебя освободить от компульсивного переедания. And so a light bulb went off at that point of like, oh, this is a program that's going to allow me to have a spiritual experience strong enough that I can stop compulsively eating. И тут у меня начало до меня доходить, наконец, эта лампочка начала загораться, что эта программа позволит мне получить духовный опыт, духовное пробуждение, достаточной силы для того, чтобы меня освободили от компульсивного переедания. And again, I cannot emphasize enough how beaten down, how fearful and angry and just spiritually broken I was when I finally found a sponsor. И я не могу как бы даже и описать, на самом деле, насколько я была сломлена, насколько я была, жила в постоянном страхе и, ну, вообще в очень ужасном состоянии, когда я нашла эту программу и спонсора. And so I worked the rest of the steps with my sponsor in a matter of weeks. At that point, I had talked to people who were in different fellowships, and they're like, oh, it takes months and years to work the steps. But if you read what the big book says, and you do what the big book tells you to, really, it's a matter of days and weeks that you can work the steps and get recovered. И мы со спонсором прошли шаги за пару недель, да, за несколько недель. К этому времени я уже наслушалась людей в других содружествах, которые говорили, шаги это проходят месяцы или годы. Но если ты читаешь большую книгу, то там очевидно написано, что это проходится быстро, за несколько дней, за несколько недель. At this point, I still really thought that it was my diet and exercise and eating and weight that were my problems. К этому моменту я все еще думала, что моя проблема была в еде, в упражнениях и в моих привычках, то есть в этом была проблема.
I still thought that if I found the right equation of the right types of food and the right amount and the right type of exercise and the right amount, then I could be a healthy, happy person. Я все еще думала, что в этот момент, что если я найду определенную волшебную комбинацию ингредиентов, то есть и определенную волшебную комбинацию именно когда мне есть, когда и как мне заниматься спортом, тогда у меня все будет хорошо. Это решит мои проблемы. And so my sponsor still took me through steps 4 and 5, in which we make a fearless and searching moral inventory. Let me just translate. And I was very angry, so I had lots of things to write down of people I was angry at and things I resented. Но моя спонсор все равно провела меня через 4-й и 5-й шаг. К этому времени у меня было огромное количество злоб, обид, и я написала, мой список 4-го шага был очень длинным, на кого я обижена была и на кого я злилась. At this point, I still saw myself as a victim in my own life. К этому времени я все еще считала себя жертвой в своей жизни, что я, все другие виноваты, а я нет. So step 5 confused me because in step 4, we make a searching and fearless moral inventory of ourselves and list out resentments and how people have harmed us. But then step 5, we then find out the exact nature of our wrongs. И 5-й шаг меня, честно говоря, запутал. То есть, потому что в 4-м шаге мы пишем обиды и страхи, и кто нам навредил, а потом в 5-м мы должны наоборот смотреть на природу своих собственных недостатков. And so I was very hard-headed and I was like, no, all these people have wronged me. I'm the victim here. И я была очень в этот момент вообще как-то непрошибаемо упрямой, типа, эти люди меня обидели. То есть я тут они виноваты, я тут вообще ни при чем. And so, luckily God gave me a really great sponsor who was able to help me see how I played a role in every single instance where I resented somebody who harmed me. И, слава богу, у меня был очень хороший спонсор, который мне помог увидеть мою роль в каждой из этих ситуаций, когда я на кого-то обижалась. And so I had a lot of anger and fear. I was very angry that my dance career did not take off. And that anger and resentment followed me throughout, for the next 8 years of undergraduate, graduate school, and then my career. У меня было очень много обид на то, что моя карьера танцев не удалась. И эта обида меня сопровождала в последующие 8 лет, когда я училась в университете и даже начала работать. And my sponsor helped me see the selfishness and self-centeredness of that. A lot of people, it's a gift that I was able to make the transition as smoothly as I could from dance to an academic setting. A lot of people wouldn't be able to do that. И моя спонсор помогла мне увидеть, насколько это было эгоистично и эгоцентрично, потому что не каждый человек смог бы так легко перейти из карьеры танцора, из танцев в академическое, в мир академии, и насколько это легко у меня произошло. And so it was really self-centered and I didn't have a lot of gratitude in my life of like, wow, this transition went pretty smoothly comparatively. I should be really thankful for that, but I wasn't thankful during all that time. I was really I chose to be really angry during that time. И это был мой выбор быть настолько озлобленной и обиженной все это время, вместо того, чтобы быть благодарной за то, что, как все это легко и практически без усилий случилось.
And so my sponsor just went down the list like that, and helped me see my role in all of what I perceive to be my failed relationships. And in seeing all my character defects, I was then able to ask my higher power to start removing them from me. Итак, мы шли по этому списку, и я видела свою часть, свою роль во всех моих в отношениях, которые провалились. И я начала просить Бога, чтобы Он забрал у меня все вот эти дефекты характера. And at that point, I already had the list of people that I had harmed, which is one of the steps. So I could go on to step 9, which is go make amends to these people that I had really harbored a lot of hostility towards. И к этому моменту у меня уже, получается, был список людей, которым я навредила, и теперь я могла идти и возмещать ущерб тем людям, на которых я таила вот эту злобу и обиду такое долгое время. Анна, привет, выключи, пожалуйста, микрофончик. And so, step 9 is very awkward, but very freeing. And I really started to feel recovery at that point. 9-й шаг делать, конечно, крайне как-то некомфортно, неудобно, но в то же время он дает нам огромную свободу. И к этому моменту я начала чувствовать выздоровление. Because once I had made amends, I was no longer angry at this person. And if I wasn't angry, I didn't have to compulsively eat. Потому что когда я возмещала им ущерб, у меня уже не было на них злобы. А если у меня не было злобы, то мне не нужно было компульсивно есть. And so from there, I was able to move on to steps 10, 11, 12, and I live in steps 10, 11, 12 every single day. I continue to take a personal inventory every day, and if I start to feel my character defects, I promptly ask God to remove it from me. К этому моменту я перешла к шагам 10, 11, 12, которые я работаю каждый день. То есть 10-й шаг – это мы продолжали делать личную инвентаризацию, и когда я чувствую, что дефекты характера опять начинают выступать на поверхность, я прошу Бога забрать их у меня. I pray for step 11, I pray and meditate immediately when I wake up, and the last thing I do when I go to sleep. Для 11-го шага, по 11-му шагу я молюсь и медитирую сразу же, когда просыпаюсь, и прямо перед тем, непосредственно перед тем, как идти спать. And for step 12, I make sure to reach out to newcomers and people who are still in the hell of compulsive eating sickness on a daily basis. По 12-му шагу я стараюсь выходить на связь с новичками, которые все еще живут в этом аду компульсивного переедания, и я делаю это каждый день. Because I know that my compulsive eating addiction does not take a break, so I don't either. So I'm still calling people on holidays and on vacations every single day. И я знаю, что моя болезнь, у нее перерывов нет, и, соответственно, у меня тоже перерыва быть не может. Поэтому я звоню новичкам, даже когда праздники, даже когда я нахожусь в отпуске и так далее. То есть эта работа продолжается. And I was, as a result of working these steps with the sponsor, I have had a neutrality around food for the last couple years that I could never have imagined. И в результате работы по шагам со спонсором у меня появилось вот это нейтральное отношение к еде, и оно уже последние пару лет продолжается. И я такого себе даже представить не могла, что это возможно. And so when I first got recovered, even then I was doubting. I was like, am I really recovered? I don't know. И даже в начале, когда я выздоровела, у меня такие были сомнения. Действительно ли я выздоровевшая или нет? Я не знаю. But this fall, I was laid off from my job and I was unemployed for a few months. Но нынешней осенью меня уволили с работы, сократили, и у меня не было работы несколько месяцев. And all during that time, I did not need to compulsively eat. И все это время мне не нужно было компульсивно есть, мне не приходило таких мыслей.
And I know that a few years ago, if I had experienced that type of setback, I would have been face first in the food. И я знаю, что несколько лет назад, если бы у меня такое в жизни произошло, такая вещь, то я бы была просто, я сразу бы занырнула в еду и там в еде проводила дни и ночи. And then another indication that I was like, oh, I'm definitely recovered. I just started at a new office a few weeks ago, and they pride themselves on making sure that they have a full kitchen stocked for all staff. И еще одно доказательство выздоровления – это пару недель назад я начала новую работу в новом офисе, и эта компания, они гордятся тем, что у них всегда огромная куча еды, чтобы никто не был голодным. And so the girl who orders all the groceries asked me, hey, do you have any food restrictions or anything I need to know? And I was able to tell her, no, I don't. And again, a few years ago, I would have given her a shopping list of what I can and cannot eat. But now I just have a neutrality of what's there is there, and I'll figure, and with God's help, I'll figure it out. Девушка, которая заказывает продукты, спросила меня, у тебя есть список продуктов, которые ты, может быть, у тебя какие-то ограничения по еде, может, что-то ты не можешь есть. И мне удалось ей, и я ей говорю, нет, нету. То есть, и если бы, опять же, несколько лет назад, я бы ей дала там очень-очень подробный, огромный список, значит, это я могу, это я не могу. Вот, а сейчас это просто, ну, еда есть и есть хорошо, то есть неважно какая, неважно, ну, что. Мгм. And so now I just have a daily peace and neutrality around food and diet and exercise and my body and all these things because those are really secondary to I now have a sane mind that I'm able to be helpful to other people and I'm able to help people who are still sick. И теперь у меня нейтральность по отношению к еде, к упражнениям физическим, к своему весу, к своему телу и так далее, потому что все это как бы второстепенно. Самое главное, что у меня есть здравомыслие, что в моей голове как бы покой и здравомыслие, и я могу быть полезной другим людям, а особенно тем, кто еще страдает. And so that's been the really freeing thing by centering my days and my life around the big book. I've actually found a lot more freedom than I ever did when I was trying to run the show myself. И я обнаружила, что когда я основываю свои дни, свою жизнь на большой книге анонимных алкоголиков, это дает мне намного большую свободу, чем в те времена, когда я сама собой пыталась своей жизнью управлять. And I think that's all for now. Thank you for letting me share, Tatiana. Окей. И на этом все. Рэйчел закончила, и всем большое спасибо. Okay, thank you so much. Well, we have about 7 minutes, so I think maybe we'll just get some feedback, what people thought or liked about it. Oh, unless, did you pick a favorite paragraph? I did. It's Okay. on it's the last paragraph on page 103. Mm-hmm. So after all, our problems were of our own making. Bottles were only a symbol. Besides, we have stopped fighting anybody or anything. We have to. Thank you. Я попросила Рэйчел выбрать любимый абзац из большой книги, и это последний абзац на странице 100. В конце концов, мы сами создали свои проблемы. Компульсивное переедание было всего лишь их символом. К тому же мы прекратили бороться с кем-либо или с чем-либо. Мы должны себя вести именно так. Okay, that's awesome. All right, so I'm going to ask for just feedback, see what people thought or liked. Yeah. И теперь, сейчас у нас осталось 5 минут. Если кто-то хочет поделиться, что вам понравилось или запомнилось в спикерской. Всем привет, я Аня, булимик. Привет.
Бы высказаться, значит, мне очень понравилось то, что вот она, когда обращалась даже в церковь, в принципе, тоже духовно, но поняла, что это как бы религия отличается от духовности, вот, что даже ей церковь, в принципе, не помогла, хотя и в церкви, да, Бог, и у нас в духовности тоже главный Бог, вот, и мне это очень отозвалось. Спасибо. Спасибо. So Anya is saying that she really appreciated that when you talked about religion, that, I mean, you could go to church, you could go to religion, and it seems like it's also God, like God in spirituality and God in religion, but it's, it's not guaranteed that, religion will help you. Можно Мэри переедание? What? Что? Я не поняла, кто говорит. Можно так сказать? Ага, давай. Мне тоже очень отозвалось то, что когда мы приходим сначала в религию, то есть я тоже сначала пришла в религию, пыталась духовный путь себе создать, и именно так, пыталась создать его сама, и не понимала, что, я даже помню, я сказала своей подруге, что как бы либо я сейчас там уйду в эту религию, либо я сойду с ума. И я сейчас только поняла, что действительно я бы сошла с ума, если бы на самом деле не пришла вот в большую книгу. Спасибо. Also, Благодарю. Also, same thing that Miriam, she's saying that she really wanted to find solace in religion, but she would have gone crazy if she didn't find the Big Book and the Program of Recovery, even though she was a religious person. Right. And I mean, so there's just a block that we have, right? And so the 12 steps are able to unblock us so that we can have that spiritual experience to stop compulsively eating. And then whatever religious tradition we have becomes even more open to us. And we're able to experience that in a new way. Да, потому что действительно у нас есть блок, который нас, в смысле, что-то нас закрывает от Бога, и программа, она позволяет эту как бы преграду убрать, и теперь какие-то, та же самая религия, к которой мы принадлежим, она начинает играть новыми красками. Наталья? Ага. Всем привет, я Наталья, выздоровевшая переедающая. Спасибо, Рэйчел, классная спикерская. И мне отозвалось, насколько она показала, да, насколько у нее тесное взаимодействие со спонсором было, да, как спонсор ей помогал проходить вообще вот по шагам. Открывал глаза, можно сказать, на болезнь, на эгоизмы, на выздоровление. И спасибо ей огромное, и надеюсь, она сейчас занимается танцами в свое удовольствие. Спасибо. Спасибо. Natalia says that she was impressed of your relationship with your sponsor, how tight it was, and when you were, going through the steps, and how she helped you really see your selfishness. And she hopes you're doing well, and maybe you're even dancing for pleasure. Okay. I do a lot of Texas two-step now. Она говорит, да, какой-то техасский специальный там танец двухшаговый делать, я не знаю, что это такое. Окей, может быть, еще один человек, пока у нас есть время. Я Женя, компульсивная передающая. Рэйчел, спасибо большое тебе за спикерскую. И очень такой пример прикольный был, когда ты сказала, что твой спонсор сказал тебе, посмотри, как ты легко перешла, а ты все время обижалась, как часто у нас бывает, заклинить на чем-то на одном, обиду держим на это . Как ты, говорит, спокойно перешла от танцев, в другое тебе Бог отправил, да, и это спокойно получилось, без всяких напрягов, то есть очень часто Бог что нам делает, помогает, а мы даже не видим, насколько, что это его заслуга, а не наша, и насколько все легко в жизни дается, когда с ним идешь. Спасибо большое за спикерство.
And thank you so much. And Zhenya says she's very impressed how your sponsor helped you see that in this transition into a career, other than dance, how easy it was, and how when we're sick, there's nothing is ever enough, and we don't even pay attention about things that happen in our lives that God gives us, and we're like, whatever, right? And how, that we just need to be grateful. Okay, we're gonna end now. Седьмая традиция. Каждой группе АКП следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Вы можете сделать пожертвование по карточке, карточка в чате. Если вы новичок, пожертвование делать не нужно. Еще я забыла пригласить новичков. Самое главное. Извиняюсь. Мы хотели бы пригласить новичков. Если вы новичок в нашем содружестве или на этой встрече, напишите, пожалуйста, в чат, чтобы мы могли вас поприветствовать. А спонсор – это любой, у кого произошла духовная перемена в результате работы по шагам, и кто имеет желание работать с другими. Для тех, кто ищет спонсора, чтобы провести их по шагам, или если вы спонсор, то тоже напишите в чат. Я пока зачитаю последние абзацы. Последний абзац большой книги, страница 160. В нашей книге вы найдете только предложения. Мы понимаем ограниченность наших знаний. Бог будет постоянно открывать новое вам и нам. Спрашивайте Его во время вашей утренней медитации, что вы можете сегодня сделать для тех, кто еще болен. Вы получите ответы, если в своем собственном хозяйстве вы навели порядок. Совершенно очевидно, что вы не сумеете передать другим то, чего у вас нет. Следите, чтобы ваши взаимоотношения с Богом были всегда такими, какими они должны быть, и тогда значительные события произойдут с вами и с многими другими людьми. Для нас это великий факт. Положитесь на Бога, как вы понимаете Его, признайте собственные недостатки перед Ним и перед своими товарищами, очиститесь от обломков прошлого, делитесь с другими тем, что вы узнали, и присоединяйтесь к нам. Мы будем с вами объединенные в сообщество Духа, и вы, конечно, встретите многих из нас на нашем общем нелегком пути счастья. Да благословит вас Господь, и да хранит вас ныне и присно. Давайте помолчим о тех передачах, которые все еще страдают, и завершим нашу встречу молитвой о душевном покое или молитвой по вашему выбору, произнесенной молча. Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да плачет маленький рожок. Так, если у вас есть вопросы по поводу шагов, вы можете написать тем, кто обозначил себя спонсором. Okay, Рэйчел, thank you so much. We're done now, and really, really appreciate it. Thank you. That was the first time I heard your story. So cool. Oh, well, there you go. Okay. Ну все, всем пока. Следующее собрание у нас в воскресенье. All right, well. И привет новичкам. Я видела Ульяну. Екатерина, привет. Лена. Мы очень вам рады.
Не забудьте, пожалуйста, повесить трубочку.